Всем привет! Вы на канале Параспиц. Сегодня будет короткое видео про лицевую изнаночную гладь и про платочную вязку. Не забудьте подписаться на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы, не дай бог, не пропустить эти мои волшебные драгоценные видеоуроки. В последующем мы будем с вами вязать полноценные изделия, поэтому не пропустите. Начнем с лицевой изнаночной глади. Что же это такое? Лицевая изнаночная гладь – это вязка, когда мы в одну сторону вяжем одним способом, то есть, например, лицевыми, поворачиваем обратно и вяжем изнаночными. Ну вот давайте и попробуем, получится ли у нас. Так, вяжем лицевыми. Первый ряд у нас будут все лицевые. Ну вот мы такие молодцы. Провязали первый ряд лицевыми, поворачиваем и вяжем изнаночными. В общем, суть тут в том, что мы попеременно вяжем то лицевые ряды, то изнаночные. Вот эта вот сторона называется лицевой гладью, потому что тут только лицевые петельки, а вот это вот изнаночная гладь. Для кругового вязания, если нам нужна лицевая гладь, то мы вяжем только лицевые петли. Если нам нужна изнаночная гладь, то мы вяжем только изнаночные петли в круговом вязании. Собственно, вот про глади лицевую и изнаночную все. Не добавить, не убавить. Если вязать только лицевые или только изнаночные петли во всех рядах, то есть если выбрать только один вид петли, то получится у нас узор платочная вязка. Вот давайте мы сейчас, у нас тут изнаночные петли, и мы будем вязать их лицевыми. То есть мы все ряды сейчас будем вязать лицевыми. Вот у нас на нашей тихой гавани лицевой глади вдруг появились вот такие вот непонятные волны. Это и есть платочная вязка. Давайте провяжем еще несколько рядов только лицевыми. Вот, и теперь с этой стороны уже узор отличается от просто изнаночной глади. То есть он уже становится более таким рельефным. Вяжем еще один ряд. Ну вот, смотрите. Видите? Тут уже вот появляются такие красивые волны рельефные. Вот. И рисунок такой достаточно объемный. То есть вот простые, и тут видно, что уже добавляется объем. Вот у меня уже есть полотно такое небольшое связанное. Вот у нас лицевая гладь, просто одни лицевые. С другой стороны она изнаночная гладь. Ну и вот тут также у нас получается изнаночная, а с обратной стороны у нас лицевая гладь. Ну а вот, собственно, у нас платочная вязка. Здесь я вязала только лицевые, а здесь я вязала только изнаночные. Как видите, разницы никакой совершенно. Поэтому вяжите ту петлю, которую вам легче вязать. Это, скорее всего, лицевая петля. И платочная вязка очень сильно отличается от изнаночной глади, поскольку она такая более ребристая, она крупнее, объемнее смотрится. Вообще этот узор платочная вязка сейчас в моде, из него вяжут шарфы, из него вяжут корзины,
Да вот все сейчас из него вяжут, потому что он красивый, с какой-нибудь кожаной этикеточкой. Тут было бы вообще сумасшедшего вида изделия. Ну что, сегодня мы освоили два основных узора из лицевых и изнаночных петель. Это лицевая изнаночная гладь и платочная вязка. Не так уж все и сложно оказалось. Надеюсь, у вас все получилось. Не забудьте поставить лайк этому видео и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Будьте добры, проверьте, чтобы красненькая кнопочка была серенькой. Ну все, всем пока, до новых встреч, все, люблю, целую.